Выиграть квартиру в Сеуле и стать врагом нации за один день звучит как абсурд, но именно это произошло с лидером популярной кей-поп-группы IVE Ан Юджин. Новость о том, что молодая звезда выиграла в государственную жилищную лотерею право на покупку элитных апартаментов, буквально взорвала корейский интернет. Но почему вместо поздравлений на девушку обрушилась лавина хейта, а обычные граждане требуют полностью переписать законы страны? Что не так с корейской системой недвижимости и почему этот выигрыш называют «лотереей для богатых»? Этот скандал вышел далеко за рамки кей-поп-индустрии и обнажил главную социальную боль Южной Кореи. Все началось с официальных отчетов на рынке недвижимости Южной Кореи. Стало известно, что Ан Юджин оказалась в числе победителей лотереи на покупку квартиры в строящемся ультрапремиальном жилом комплексе The H-Bang-bae, расположенном в одном из самых богатых округов Сеула – Сочхо. Чтобы вы понимали масштаб, это огромный комплекс на 3000 квартир с собственной элитной инфраструктурой. На этапе закрытых продаж цена за квартиру площадью 84 квадратных метра составляла около 2,2 миллиарда вон. Это примерно 1,6 миллиона долларов. Но самое интересное, из-за дефицита жилья рыночная цена этого объекта практически сразу взлетела до 4 миллиардов вон. Это значит, что просто победив в лотерее, Юджин получила так называемую нереализованную прибыль почти в 1,8 миллиарда вон. Чистый джекпот. Агентство певицы Starship Entertainment выдало короткое: «Это личная жизнь артистки, мы не можем это комментировать». И тут в сети начался настоящий шторм. Чтобы понять ярость корейцев, нужно знать, как в этой стране покупают жилье. В Южной Корее существует государственная система подписки на недвижимость Чхоньяк. Новые квартиры от застройщиков продаются по ценам ниже рыночных, чтобы помочь обычным людям обзавестись жильем. Обычно там работает жесткая балльная система. Баллы дают за количество лет, сколько ты живешь без собственного дома, количество детей или пожилых родителей на содержании, а также за срок обслуживания специального банковского счета. Молодому одинокому человеку без детей получить там квартиру честным путем по баллам практически нереально. Но есть лазейка. Определенный процент квартир распределяется через слепую лотерею среди тех, кто просто подал заявку. Именно в эту категорию попала Ан Юджин. Она не нарушала закон, она просто заполнила заявку, и ее имя вытащил компьютер. Казалось бы, девушке повезло, порадуйтесь за нее. Но для корейского общества тема недвижимости – это кровоточащая рана. И новость про Юджин ударила сразу по 3 главным триггерам граждан. Первый триггер – лотерея только для богатых кэшем. Выиграть право на покупку не значит получить квартиру бесплатно. Юджин должна выплатить застройщику те самые 2,2 миллиарда вон. Первоначальный взнос, который нужно отдать сразу наличными, составляет около 400 миллионов вон, под 300 тысяч долларов. Плюс проценты по промежуточным кредитам. У обычной корейской семьи, усердно копящей баллы, таких денег в моменте просто нет. Получается абсурд. Лотерея создавалась для поддержки бездомных и нуждающихся, а участвовать и побеждать в ней могут только сверхбогатые люди, у которых куча свободных денег. Второй триггер – классовое неравенство и безнадежность. Среднестатистический корейский офисный работник должен откладывать всю свою зарплату около 30-40 лет, чтобы купить жилье в Сеуле. На корейских форумах для сотрудников появились сотни депрессивных постов. Люди пишут: «Я вкалываю по 14 часов в сутки, у меня куча баллов, но я никогда не увижу эту квартиру». А 22-летняя поп-звезда получает миллиардную прибыль одним кликом мышки. Это породило огромную волну ментального выгорания среди корейской молодежи. Третий триггер – требование реформы системы. Случай с Ан Юджин стал катализатором. Корейцы открыто заявляют, что этот инцидент – прямое доказательство того, что система подписок прогнила, работает на благо привилегированного класса, и ее нужно полностью переписать. Справедливо ли хейтить саму Юджин? Разумеется, нет. Фанаты и многие адекватные пользователи сразу встали на ее защиту. Девушка работает в индустрии с подросткового возраста, сначала в IZ*ONE, теперь как лидер одной из главных групп 4-го поколения кей-поп – IVE.
Она пашет без выходных, снимается в рекламе, участвует в топ-шоу и заработала свои деньги абсолютно честно. Она не использовала связи, не давала взятки, это был чистый рандом, в котором может принять участие любой гражданин Кореи, имеющий нужную сумму на счете. Юджин просто воспользовалась своим законным правом. Но в Корее общественное недовольство часто переносится с дефектов государственной системы на публичное лицо, которое оказалось в центре этой системы. Эта ситуация – яркий пример того, как сильно в Южной Корее накалено социальное напряжение из-за культа недвижимости и денег. Для Ан Юджин это невероятная удача, которая, к сожалению, обернулась серьезным репутационным испытанием. Сможет ли этот скандал изменить жилищную политику Южной Кореи, покажет время, но корейское общество явно не намерено замалчивать эту тему. А что думаете вы? Справедлив ли гнев корейцев, или они просто завидуют успеху и удаче молодой звезды? На чьей стороне вы в этом споре? Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайк, если видео было интересным, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые разборы кей-поп инсайдов. До встречи в следующем видео!